Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Вот эта покупка стала моей самой лучшей покупкой в этом месяце. Даже больше получил, да и получаю удовольствие от нее, чем от новых сборных моделей. Книги, да-да, книги. 3 тома двигателя России. Как-то вылезла мне реклама. Естественно, тема мне это нравится. Заказал на каком-то маркетплейсе по цене 4500 рублей за все 3. Захотел порадовать и вас, связался с издательством, и вот книги теперь и в нашем интернет-магазине, да еще и по какой цене. Если по отдельности покупаете, то за 1300 рублей том. Если все сразу, то за 3500 рублей, скрипя зубами, но вам отдам. Первый том содержит 564 страницы. Вся подробнейшая история создания двигателей для гражданской авиации здесь. Печать цветная, переплет твердый, книги крепкие. Читаю, изучаю неделю, все отлично. Например, открываете раздел с двигателем НК-144 и читаете всю его историю. И заодно историю сверхзвукового Ту-144. Меня в первую очередь интересовал двигатель D18T. Просто я собираю сейчас Ан-225 и лежит еще коробка Ан-124. Но у D18T есть же старший брат, старший по возрасту двигатель D36, который стоял, да и стоит еще на самолетах Як-42, Б-200, Ан-74, да и на Ан-148 он тоже присутствует. Двигатель PS-90А, тоже очень известный двигатель. Самолеты Ил-96, Ту-204, Ту-214. Да и гражданская версия Ил-76 с этим двигателем существует. А вот и мой любимый D18T. Был разработан позже D36. И стоял, и стоит, как я уже сказал, на МРИе и Русланах соответственно. В конце тома список сокращений и содержание книги. Второй том. Двигатели боевых самолетов России. Страниц еще больше. 616. В данном томе 4 раздела. Поршневые моторы. Есть дополнительный раздел «Выдающиеся конструкторы авиадвигателей». Второй раздел «Серийные реактивные двигатели первого, второго, третьего поколений». Раздел «Серийные реактивные двигатели четвертого поколения». И в конце небольшой раздел двигателей пятого поколения и их предшественники. Книга чумовая. Лично я книги обожаю, и именно бумажные носители мне нравятся гораздо больше, чем электронные.
Они более душевные, что ли, но осязаемые. Третий том. Двигатели вертолет в России. Книга поменьше объемом 328 страниц. Тематики у книги, вертолетная, что неудивительно, взглянув на название. В этом томе всего два раздела – поршневые моторы и турбовальные двигатели. И есть еще раздел о выдающихся конструкторах авиадвигателей. В книге данной присутствует история создания, характеристики, фотографии всех серийных двигателей Советского Союза и России, включая двигатели для таких известных вертолетов, как Як-24, Ми-1, Ми-4, К-15, Ми-8, естественно, Ми-10, Ми-12, К-25, Ми-26 и многих-многих других. Что там говорить, вам нужны эти книги. Еще раз напомню, каждый том по отдельности 1300 рублей. Все три тома вместе 3500 рублей. Приобрести вы их можете на нашем сайте i-modelist.ru. Ссылку оставлю в описании и в комментариях к видео. А я пойду читать дальше. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.